Сегодня мы с вами приготовим еще одну разновидность маринованной дайкон редьки, а именно желтый маринованный дайкон редьки, который называется дан муджи. Все пропорции будут приведены на 1,5 кг дайкон редьки. Первое, что мы с вами делаем, это обрезаем края, моем и чистим дайкон редьку. После этого я покажу две возможные формы нарезки для дан муджи, желтой маринованной дайкон редьки. Для первой формы, для первого варианта мы сначала вот так вот вдоль напополам разрезаем дайкон редьку и затем нарезаем на куски вдоль шириной в 1 см. В принципе, можно делать и тоньше, но это уже зависит от того, как вы собираетесь заворачивать потом уже вот эту вот нарезанную такой формой дайкон редьку в кимпаб, так как это форма для кимпаба. Поэтому и затем каждый кусок мы нарезаем на полоски шириной в 1 см и длиной приблизительно в 19 см. Это приблизительная длина листа водорослей нори, в который потом заворачивается кимпаб и для приготовления которого используется вот такой вот формы нарезанная и приготовленная дан муджи, желтая маринованная дайкон редька. Вторая возможная форма – это дольки. Мы нарезаем дайкон тонкими полукружьями. Такая форма нарезки используется для того, чтобы потом замаринованную уже дайкон редьку подавать как закуску к блюдам, то есть в виде банчана. Теперь, когда мы уже нарезали два возможных варианта формы, мы складываем нарезанный дайкон в контейнер для хранения, стеклянный или пластиковый, неважно. И можно разложить эти два нарезанных вида формы по разным контейнерам или в один, как вам удобнее, в зависимости от того, как вы потом будете их подавать и использовать. Я складываю все в один контейнер. И теперь займемся отваром, самим маринадом. Для этого нам потребуется какая-нибудь кастрюлька. Туда мы заливаем воду в объеме 650 мл. И затем добавляем следующие ингредиенты, а именно уксус 300 мл. Можно использовать рисовый уксус, я использую яблочный, у меня рисового уксуса нету. Затем добавляем сахар, тоже 300 мл. У меня не было сейчас белого сахара, вообще белый сахар лучше использовать, я добавляю светло-коричневый сахар. То, что если добавить темно-коричневый сахар, он даст свой оттенок, свой коричневый цвет. Затем добавляем соль 2 столовые ложки, лучше использовать крупную морскую соль, у меня в данный момент ее нету. И далее есть варианты, либо мы добавляем куркуму, порошок 1 столовую ложку, или желтую гордению, цветки 10 штук. Порошок мы так засыпаем, если цветки, лучше положить их, раскрошить и положить в пакетик. Например, суповой пакетик, и так уже заложить для варки. Вообще, в чем преимущество именно куркумы? Она содержит куркумин, обладает онкопротекторным, противовирусным и противовоспалительной активностью. Но, чтобы получить куркумин, нужно использовать также черный перец, который содержит алкалоид пеперин, который и помогает извлечь нам куркумин. Потому что если использовать просто куркуму без черного перца, то тогда, соответственно, мы не сможем извлечь куркумин. Поэтому, так как в этом рецепте используется и то, и другое, можно получить вот такой вот полезный эффект для своего здоровья. Но цветки желтой гордении тоже очень полезны. Вы можете выбрать один из вариантов. Затем черный перец в виде горошка мы добавляем 1/3 столовой ложки и лавровый лист, сушеный лавровый лист 2 штуки. Также туда же закладываем. Теперь нам нужно все это довести до кипения, можно на сильном огне, и затем варим на среднем огне 10 минут, не накрывая крышкой. Затем, после того, как мы получили наш отвар, мы его целиком и полностью натуральным образом остужаем. Затем уже остывший отвар нужно процедить любым удобным вам образом, например, через марлю, но лучше, конечно, если вы сделаете это через тоненькое сито, так чтобы убрать лавровый лист и черный перец, так как все-таки в данном случае мы используем порошок, и его достаточно много может остаться на марле, а он нам еще нужен для того, чтобы получить цвет.
Теперь уже процеженным отваром мы заливаем дайкон редьку, нарезанную и сложенную в контейнер. В данном случае крышка служит мне прессом, потому что все нарезанное, весь нарезанный дайкон должен погружен быть в отвар для получения цвета. Мы выдерживаем дайкон в этом отваре 3-4 дня в холодильнике, и затем его можно употреблять. Продолжаем мы хранить, конечно же, в этой жидкости, в этом отваре. Забыла еще сказать, что если вы используете куркуму, то цвет будет более желтый, а если цветки гордени желтый, то он будет более насыщенный, более оранжевый. Ну, собственно говоря, это все, чем я хотела с вами поделиться в этом видео. Здесь еще раз приведены способ приготовления и ингредиенты. Надеюсь, вам было интересно, и приятного вам аппетита!